Добрый день. Какая-то у нас полоса такая этническо-блюзовая пошла. Ну это хорошо. Блюз всегда с нами. Мы его никогда не покинем. Надеемся, и нас он никогда не покинет. Помните, что не мы делаем музыку, а музыка делает нас. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Много ли вы знаете музыкантов по фамилии Кинг? В блюзе как минимум 3 хороших Кинга есть. Биби Кинг, Альберт Кинг и наш сегодняшний герой, третий из Кингов, Фредди Кинг. Вы знаете, к сожалению, его жизнь очень рано оборвалась. В 1976 году он умер, в 42 года, начну с конца его жизни. И поэтому он не достиг тех высот, как, например, его дружок и партнер по музыке частенько Бадди Гай, который стал под старость лет настоящей мегазвездой. К сожалению, Фредди Кинг этого не застал, но тем не менее оставил огромный след в истории блюза, да и всей музыки популярной. Огромный след не только в плане своего гитарного мастерства, но и в плане внешних данных. Это был огромный афроамериканец, по 2 метра ростом, в свои лучшие годы у него был вес 150 килограммов, вот такой вот детина. С ним обожал играть выдающийся блюзмен Эрик Клэптон, и он на вопрос, с кем вам было всего интереснее играть на сцене, говорил всегда: с Фредди Кингом. Фредди Кинг родился в 1934 году в Техасе, в небольшом городке. И тут уже есть некое исключение. Он родился не в бедной семье. Обычно блюзмены у нас ассоциируются со страшной нищетой, выкарабкиваются. Это была семья среднего достатка. С детства он никаких особых проблем по жизни не знал. 6 лет у него уже была акустическая гитарка, он музицировал. И даже еще подростком он уже в руках держал настоящий Гибсон. Это тебе не Бадди Гай, который струны натягивал непонятно на что. А это уже был уровень. Тут еще немножко и подфартило. Когда пареньку исполнилось 16 лет, семья переехала в город Чикаго. А Чикаго, я вам скажу, это, наверное, одна из столиц блюза, общепризнанная. Даже стиль там, чикагский блюз, идет оттуда. И еще один фарт. Семья поселилась в доме, который находился недалеко, фактически напротив клуба «Занзибар». А клуб «Занзибар» был один из известнейших клубов Чикаго, да и по всей Америке. Ведь там играл даже сам Мадди Уотерс, король чикагского блюза, который соединил изумительно блюзовые гармонии с электричеством. И фактически чикагский электрический блюз всегда ассоциируется прежде всего с Мадди Уотерсом. Паренек жадно впитывал, забегал в этот клуб, дневал и ночевал. Мадди его заметил и даже разрешал присутствовать на репетициях. Потом был стандартный путь. Играл в клубах по возможности, набирался мастерства, переиграл во всех злачных местах Чикаго. Благо и там хватало притонов, борделей, генделика всякого пошиба и клубов. И поэтому фактически это и сформировало его уже определенную стилистику. Но когда вот он, например, пришел с просьбой записать себя на фирму Chess Records, это известная фирма блюзовая грамзаписи, которую основали братья Чес, эмигранты из Польши. Так вот, когда он туда пришел, ему отказали. Прослушав его, сказали, что нам второй Биби Кинг не нужен. Но я вам скажу, господа, что не забывайте, время-то было какое. Например, Rolling Stones, когда приехали в Америку, в один из первых разов, не скажу, что в первый раз, пошли на Chess Records и увидели там
негра, афроамериканца, который стены белил и потолки. Это, как вы думаете, кто был? Это был никто иной, как Мадди Уотерс. Кейт Ричардс с Миком Джаггером чуть не упали. Их кумир белит стены и потолки. А почему? А потому что была такая определенная фишка у Chess Records. Если ты плохо продаешь пластинки, вернее не покупаются они, то будь любезен, поработай хоть как-то на организацию, которая тебя нанимала. И вот Мадди Уотерс вынужден этим был заниматься. Этим занимались все. Потому что тогда вопрос не стоял, как сегодня. Тогда не было этих продаж до определенного момента. Блюз только-только расправлял свои плечи. Но наш герой Фредди Кинг не стушевался. Он играл и играл. И впоследствии свой стиль игры называл Heavy Hand Attack. Атака тяжелой руки, игра тяжелой руки. Если вы посмотрите его, а выступлений его концертов немного, но есть. Например, концерт 1974 года. Обратите, как он виртуозно обращается с гитарой. Он работает исключительно медиатором, но тем не менее, как он держит темп. Просто его вот эти взрывные пассажи просто сводят с ума. Ну и, конечно, песня, наиболее известная Фредди Кинга, это которую он записал еще аж в 1960 году, называется Hideaway. Это знаковая песня для блюзменов. Почему? Да потому что вот даже, например, Джимми Вон, брат великого блюзмена Стиви Рэй Вона, говорил, что первый момент принятия в группу был тест определенный. Заключался он в том, что приходящий должен был сыграть песню Hideaway. Если он не знал эту песню, то будь любезен, друг, на выход. Поэтому Фредди Кинг играл. Наконец-то он добился подписания контракта, но тут проявил свой норов. Почему? Как он говорил впоследствии сам, да невозможно. Заходишь на студию грамзаписи, там сидит какая-то очередная крыса канцелярская, которая заставляет меня играть какую-то боссанову или серф-музыку, которую я вообще не люблю, или названия придумывают какие-то идиотские и страшные. То есть уже он как бы проявлял свой норов, плюс ему давали записывать исключительно инструменталы, хотя он и петь-то был, будь здоров как. Поэтому, именно все вот это и подсказывало то, что нет возможности никакого для развития. И вот так вот он болтался по некоторым, скажем так, средним студиям звукозаписи, пока не попал к хорошему человеку по имени Леон Рассел. Леон Рассел был ближе к рок-музыке. Это был конец 60-х, начало 70-х годов. Он с удовольствием подписал контракт с Фредди Кингом, фирма грамзаписи Shelter, которая выпустила 3 альбома в период с 71 по 73 годы. И там, пожалуй, записан был самый большой хит Фредди Кинга, который написали для него Дон Никс и Леон Рассел, называется Going Down. Going Down, да, это вещь эпохальная. Ничем не хуже Hideaway, а ритм лично нам даже больше нравится. Поэтому, в общем-то, обратите внимание на эту песню обязательно. Еще хочу сказать, что Фредди Кинг переиграл множество блюзовых стандартов. Вы знаете, что в блюзе есть некоторый такой момент, что все играют песни друг друга. Например, Фредди Кинг играл множество песен. И Биби Кинга, и Альберта Кинга, своих однофамильцев, и Вилли Диксона, и Отиса Раша, и Мадди Уотерса, много чего переиграл. Но всегда он играл со своей собственной естественной изюминкой. Поэтому его оценили и почитали. И многие искали встречи с ним. Например, гитарист Брюса Спрингстина Стиви Ван Зант вспоминает, что в середине 70-х годов роллинги гастролировали, был тур Rolling Stones по Америке. И в первом отделении выступал Фредди Кинг. И вот как-то они очень жаждали получить автограф у роллингов. Но у Фредди не особо, но так получилось. Они
попали в эту шикарную гостиницу, где остановились роллинги, и случайно напоролись на Фредди Кинга. Когда Стиви Ван Занда затолкнули в номер к нему, Фредди Кинг посмотрел на него со своей высоты огромной и сказал: «Чего тебе надо, пацан?» И параллельно залез под подушку, откуда достал пушку 45-го калибра, которая, если стрельнет, башку снесет нахрен. Ну, Стиви Ван Зант говорит, а при виде такого устрашающего зрелища, он говорит, вот это тебе надо. Понял, что мне ничего не надо, и просто выпорхнул. Но Фредди Кинг, вы понимаете, он был еще та школа. Он, когда гастролировал, тогда был дичайший рэкет, притом такого самого низкого пошиба. Могли вломиться в гримерку, забрать выручку. Поэтому он еще был той, олдовой, старой школы. Старой школы чувак, как они говорят. Поэтому за себя он мог постоять. После Леона Рассела он еще выпустил 2 альбома на другой фирме РСО, которые, в общем-то, критики раздолбали из-за, как они говорили, много переаранжированы, сверх много там духовых и всего остального. В общем-то, взъелись на Фредди. Хотя на самом деле, вот я, готовясь к ролику, вчера переслушал, выдающиеся пластинки. У него нет слабых. Поэтому, в общем-то, лишь ранняя смерть не сделала, сердце не выдержало. Из него такого же человека, но масштаба, бодигая как минимум. Поэтому я и мы все будем всегда вас пытаться знакомить с интереснейшими людьми не только блюза. Спасибо вам за просмотр, хорошего прослушивания.